Итак, всем доброго утра. Как я и говорила, я сегодня буду некоторые ритуалы делать в прямом эфире, чтобы быстро загружалось и чтобы я успела показать и подарить вам все, что я хочу это подарить. Потому что прямой эфир быстро загружается, а вот как бы такой вот ролик, он очень долго. И мне времени не хватает на все и вся. Так, эту чистку давно хотела показать, никак не собиралась. То есть не могла собраться, времени не было. Чистка знахаря Макария. Я еще его работы некоторые вам подарю. Макарий, который был один из моих учителей, наставников. Он был знахарь из рода знахарей, Тверская область. Но мать была ведьма, очень сильная ведьма. Однако ее предметы, атрибуты, черные иконы, то есть он передал мне. Однако хочу вам сказать, что знахари – это колдуны. И знахари также могущественны, как и любые люди силы. Просто знахари больше нацелены на лечение человека, на обновление его жизни. Но в нужный момент они могут дать отпор и будь здоров. Это те же колдуны, могучие, такие сильные личности. И многие знахари стали основоположниками городов, селений, когда они уходили подальше в леса, чтобы практиковать. Сейчас, секунду. Дом пришел в движение. Вот. И люди шли по их следам, останавливались там, где они жили. И со временем создавали селения, потом города. О них я рассказывала уже, сейчас мы не будем зацикливаться на этом. Это очень сильная чистка. И это ритуал их рода, их семьи. И вы его нигде не встретите, поэтому некоторые, которые начинают ерунду писать, ой, я знала это раньше, мне там моя бабушка говорила, прекращайте эту хрень нести, я не люблю. Вот я выставила 13 врат магии, уже 500 человек написали, как они все эти врата прошли, и все это знают. Не действуйте мне на нервы. Я не для того выставляю, чтобы вы, пользуясь случаем, блеснули своими тупыми мозгами. Эти вещи, они нигде не выставлены. Поэтому это по праву можно считать моей работой. То есть это мое. И права авторства принадлежат мне. Если у кого-то это увижу, плохо закончится. Так вот, некоторые ритуалы знахаря Макария я буду выставлять. Но сегодня я хочу вам подарить очень сильную работу, которая часто повторять не стоит. Его можно сделать 3-4 раза в году, поскольку она своей силой, ну, очень замечательная чистка. Это скорее подчинение врагов. И этот ритуал успокаивает врагов, приводит в выступление. Если они против вас что-то готовили, все это останавливается. У них начинается непонятный страх внутренний, трясучка. Я первый раз этот заговор применила в школе, когда я работала. Ой, где-то, наверное, лет 13 назад, если не больше. Против меня там столько всего мутили, столько всего напридумывали. Ну, была травля, как всегда. Не хотели, чтобы я работала. Было на это место другая. Короче, хотели довести меня, чтобы я ушла. Я в итоге действительно ушла, и хорошо, и спасибо им, что они меня довели. Иначе бы я до сих пор, может, там работала. Но прежде чем уйти, я кое-что сделала. И у них очень страшные последствия начались. Во-первых, они все успокоились.
Они потом просили меня остаться, но я сама разочаровалась. Мне просто стало противно вот такой вот человеческая подлость. Потому что многим из них я помогала, и потом вот такая подлость, они вырывали листки с этих, как бы, скажите мне, журналов. У нас была очень подлая директриса, которая была способна на все. Вот бывают такие люди, настолько омерзительные в душе. Эта женщина, значит, заходила, брала детские дела, ну, вот эти папки с делами детей, личными делами, и эти папки исчезали. Зачем они мне нужны? Вот на кой мне нужны папки детей? А это уголовное практически дело. Вот они исчезли, вот дела детей куда-то делись и так далее. Я чувствую, что просто это ведет меня чуть ли не в тюрьму. Они все что угодно уже придумывают, задницы, чтобы меня вывести. Я это провела. У этой директрисы начались жуткие боли в ногах. У одной из них там муж ушел, у зауча, у них там мордобои начались, вообще было не до меня уже. Много чего началось, ой, как много началось. И люди, когда мне пишут, что с их врагами случается, дорогие друзья, у меня по жизни было столько врагов постоянно, завистников, столько абсолютно на ровном месте. Кто-нибудь скажет, ну а чего вот столько врагов? Да потому что я яркая женщина, понимаете, я яркий человек. Я талантливый человек, я работяга, я очень много делаю. И, конечно, у такого человека будут враги. Это нормальная вещь. Если у тебя есть враги, значит, ты чего-то стоишь. И, естественно, в моей жизни очень многое в моей практике направлено было на то, чтобы их успокоить, чтобы их наказать, чтобы их привести в порядок, чтобы их отодвинуть, чтобы они против меня ничего не могли сделать. Видите, гавкают, гавкают против меня, тявкают, а все равно ничего не могут сделать. От чего это? Это же не с воздуха просто так вот раз и все. И таких талантливых людей свалили, таких сильных людей уничтожили, таких неповторимых людей загнали в угол и убили, уничтожили, и они пропали по жизни. Давайте будем честны. Таких величайших людей уничтожили. Вот эти все травли, все такое. Какой бы ты ни был замечательный, сильный человек, тебя сожрут. Если их много, они тебя будут жрать, жрать. Знаете, как говорят, иголкой будут тебе рыть могилу. Потихоньку, потихоньку уничтожат тебя и твою работу, и все что угодно. Так вот, никогда мысль не возникала, как же это их устроивать. Ну, ничего не могут сделать. Ну, что такое? Да потому что столько их было за жизнь, что мое мастерство отточено против них, отточено до такой степени, что поэтому вот те работы, которые я вам даю против врагов, работают очень хорошо. Потому что направление мое было такое. Мне нужно было подняться, я на деньги нацеленные делала, мне на деньги приходило, я и это оттачивала, поэтому я вам даю, и у вас денежная сила срабатывает. Меня жрали враги, я против врагов оттачивала. Для чего это все оттачивалось? Чтобы от них избавиться. Годами, годами это делалось, понимаете? А теперь я готовые просто вам даю, готовые, и говорю, пользуйтесь, люди, мне помогало и вам поможет. Потому что есть эта вражда. Поймите, дорогие друзья, мы не только сейчас так живем. Каждый век, он такой. Каждый век у человека, сильных людей всегда были. Давайте вы мне глупые советы не будете раздавать, там, будьте осторожны. Кого я должна опасаться? Какое-то быдло. Не смейте мне эти вот тупые советы больше раздавать. Я сама знаю, буду я осторожна или нет. Это уже вас не касается вообще. Так вот, оттачивайте свое мастерство. Я вам дала в руки оружие, чтобы против вас никто ничего делать не мог. Смотрите теперь. Хотят ли вас подставить? Тупости не пишите, пожалуйста, перечиститься лишнего. Вы дура или как? Оно направлено на черные, на ненужные вещи. Она не направлена, чтобы очистить вашу жизнь от удачи. Вы дура или как? Не мешайте мне, пожалуйста, с утра пораньше. Идите мимо. Изучите мой канал, прежде чем задавать мне вопросы, иначе я вас пошлю лесом. Так, нет, я не сплю. Я сплю, как Наполеон, по 3 часа. Не будем сейчас о моем сне и прочее, прочее.
Значит так, вот пытаются ли вас подставить, пытаются ли подставить вашего мужа, вашего ребенка, пытаются ли вас выжить из дома, пытаются ли вас отсудить, пытаются ли вас с работы выгнать, э, ну, все что угодно. Это очень сильная работа, учтите. Значит так, вам нужно сварить вкрутую яйцо, взять старую рубашку, старую, надеть наизнанку и сесть. Делать этот ритуал, значит, сейчас покажу, каким образом это делается. Сначала ножом так крутится вокруг, не имеет значения, против часовой или как. Потом черной свечой, потом спичками и водой. После всего, когда вы все это сделали, снимайте эту рубаху. Значит, это яйцо в эту рубаху положили, связали там узелком, выносите. Либо хоронить, то есть закопать, но поскольку сейчас зима, оставляйте в лесном массиве или в лесопарке. Одним словом, не на обычном перекрестке. Лесной массив, либо возле большого дерева, векового старого дерева, либо на перекрестке с вином и 6 монетами. Откупаетесь и уходите. Начнется такое, что вы вот век не видали. Начнется такое, охренеете вы сами. Но начнется. Смотрите, кто бы против вас не интриговал в этот момент, хоть ваши друзья, родственники, не имеет никакого значения. Знайте, мои все ритуалы направлены на справедливость. Если человек не виноват, он не пострадает. Если пострадал, он виноват. Духов не обманешь, силы не обманешь. Если вы делаете общее, даже не зная, кто против вас мутит, и не понимаете, а потом раз и ваша подруга попала в больницу, она делает. Понимаете или нет? У меня подруги умирали. У меня подруги умирали, когда я себя очищала. Вы можете понять или нет? У меня друзья помирали. Когда я чувствовала что-то не то, вот не хотелось верить. Я чувствовала, я понимала, что от них исходит, но не хотела я верить. Ну неужели так можно подло? Я же для вас столько сделала. Ну не могу я верить. Я отказывалась верить в это. Я думала, я просто делаю, я просто убираю себя. И раз у меня подруга умерла, бывшая, хоть кто. Раз у меня еще кто-то помер. Понимаете? Вот я чувствовала, что вокруг меня что-то сгущается, что-то нехорошее. Я думаю, надо чистить, просто очищать себя. Я не очищаю от того, что я боюсь, что мне кто-то... Уже давно мне никто ничего не сможет сделать. Но иногда эту черную, как бы, ну, эту нехорошую энергию себя надо скинуть, чтобы на здоровье не вредило. В конце концов, через нашу кровь идет и нашим родственникам, и детям нашим, да. Мы себя должны скинуть, чтобы наши родные не пострадали. Скидываешь, умерла, трындец. А я не хотела думать на нее, не хотела. Оказывается, да, понимаете? А ведь справедливо все. Я ж не называю специально, вот чтобы ты помер или ты там попал в больницу. Нет. Я снимаю, кто мне сделал, тот себе забери обратно. И раз, и все. Понимаете, о чем я говорю? Что силой не надо себя чувствовать виноватой или бояться. Одна дура написала: Инга, я хочу вот воспользоваться вот против врагов, но я так боюсь. И вот смотрю, читаю, люди говорят, что там кто-то в больницу попадает, кто-то помирает. Мне так прямо страшно стало. А тебе не страшно, если твой ребенок помрет, например? Вот тебе делают, а потом твой сын попадет в больницу или в тюрьму. Тебе это не страшно, нет? Можно и ночью оставить. Но всегда откуп старайтесь в ближайшие 3 дня делать. Иначе придется переделывать. Вот странные люди, да? Она боится, потому что услышала, что врагам вот такие вещи случаются. Но кто вы после этого, если не бесхребетные существа? Вам делают, вас уничтожают, вас втаптывают в грязь,
Все у вас забирают, отбирают, неизвестно, чем это закончится. Завтра может твой ребенок заболеть, завтра может муж бросит уйти. А ты говоришь, ну я прям так и боюсь, вот они что, они в больницу попадут или что-то случится. Ну прекрасно, сиди, жди, пока ты в больницу попадешь или что-нибудь тебе случится, раз уж ты такая святая женщина. Понимаете, это уже не святая женщина, это святая курица называется. Вы не должны за это переживать. Люди, которые идут, закапывают ваши фотографии, люди, которые желают вам за глаза что-то другое, люди, которые где-то прочитали и скидывают на вас свои гадости, делают крадники, люди, которые сыпят могильную землю возле ваших ворот. Эти люди перед тем, как это сделать, должны думать. А вдруг получится так, что кто-нибудь научит ее это снять? Что я буду делать? Эти люди должны думать, дорогие друзья. Человек, который желает твоему ребенку смерти, этот человек должен думать, что он говорит. Он это желает просто потому, что увидел у тебя там новую машину хорошую. Думает, пускай вот так будет, пусть помрет, пускай она хоронит своих детей, плачет, а я буду радоваться. Вот так вот. А потом раз, и ее сын повесился. Обалдеть. Оказывается, она вот в этой ведьминой избе сидела, взяла, сделала чистку, и все ушло ей обратно. А что, плохо, да? Не нравится? Неприятно же, да, хоронить своего ребенка, а чужому ребенку пожелать смерти, чтобы тебе хорошо было, вот так вот пусть будет, а я вот буду смеяться, вот так вот. Машину купили, на, вот получайте. Это нормально. Так вот, придите в себя. Те, которые вам это желают, они должны на своей шкуре это испытать, чтобы понять, хорошо это или нет, дорогие мои. И в следующий раз свой поганый рот больше не откроют, потому что будут знать, что нет, блин, не надо. Тут всякие ходят по этим каким-то избам. Хрен его знает, что на мою голову придет. А может, мы с вами справедливость какую-то восстановим в этом мире, когда люди начнут бояться своих грязных слов, грязных желаний, люди начнут бояться своих грязных подлых поступков. Не всегда же порчами вредят людям. Иногда документации подделывают, иногда еще что-нибудь делают. Правда ведь? В следующий раз такой подлый человек подумает. Понимаете, если мы будем сопереживать подлым людям, если мы будем их жалеть, значит, мы соучастники их преступления. Только с нашего согласия творится зло на земле или пресекается. Мы согласны, чтобы над нами так глумились. Они будут это делать и с нами, и с другими. Один раз дали по башке, второй раз она думает, ляха-муха, не надо, я тот раз ей пожелала, что-то нехорошо. Все они прекрасно понимают, не надо думать, что они не поняли. Все они прекрасно понимают, кому они сказали, кому пожелали. Знаете такое, да? Любой преступник, любое движение против себя считает началом мести. Все они отлично знают, кому они навредили, кому они подло сделали, откуда пришел удар по челюсти. Второй раз, третий раз, четвертый раз не полезут. А что вы хотите, как бараны быть? Или вы должны или быть хищники, или жертвы, одно из двух. Третьего варианта не будет. Невозможно быть добрым, дорогие. Это все равно, как быть, остаться девственницей в борделе. Ну, нереально это все. Нереально. Вас окружают люди, ненавидящие вас. Вас окружают люди, желающие вам зла. А ты говоришь, ой, я боюсь, а вдруг там в больницу попадет. Прекрасно, тогда жди, пусть твой ребенок в больницу попадет, а ты будешь по больницам ездить, если тебе так нравится. И живи всю жизнь вот так вот. Пусть тебя по башке бьют, а ты, ой, боженька, помилуйте. Вот так и ходи. Ну, я сейчас не про божьих баранов говорю, я говорю про людей, которые себя уважают и хотят защитить. Меня не трогай и живи спокойно. Меня не трогай, не надо меня трогать. Меня тронешь, 10 раз хуже получишь. Вот и все. Какого хрена я должна кого-то терпеть? Ничего себе. Терпила, что ли? Так. Найдите полынь, зверобой, могильник для этого ритуала. Вот эти 3 травы можно. Другие нельзя, не стоит. Полынь, зверобой и могильник. Значит, зажигаем. Полынь, она горькая, но
запах. И вот эта вот сетка, которая создается, она замечательна для этой работы. Вот, пускай горит. Прелестно, потом открою. Проветрю, ничего страшного. Во. Ай. Замечательно, конечно. Но этого достаточно дыма пока что. Я вам показываю, я тут задыхаться-то не хочу. Погодите секунду. Я потушу пока. Сколько есть дыма, мне этого достаточно. А вам нужно окуривать прям хорошо, чтобы вот... Ну, можете окно открыть, ничего страшного. Но я перечислила все травы. Зверобой, полынь и могильник. Можете открыть окно, делать в сумерки. Делать в сумерки, когда уже темно. Можно в 6, сейчас уже темнеет быстро и поздно открывается. Сейчас, тем более, сейчас выключили, после 26-го вообще выключат солнце. Так что можете делать, как хотите. Далее. Нож нужен вам. Любой можно из дома взять. Но вообще желательно купить новый с деревянной рукояткой. Это у меня, видите, это рог антилопы. Это мне подарила Настена. Мне нравится, это мой любимый атам. Вот от себя, вот так вот, отсекая, читайте. Фух, видите? Может задохнуть. Чуть-чуть открою окно. Слегка. Шум на улице, конечно, но сейчас немного очистится. Потом зажигайте свечу, крутите свечой, читайте. После, значит, спички подготовить и емкость с водой. С этим читайте. Зажигайте, кидайте спички туда и читайте. После всего берете, умывайте лицо вот этой водой, спички вытаскиваете, снимайте с себя рубашку, которую надели наизнанку. Вот так и снимайте наизнанку, как надели. Положите на стол эти спички, это яйцо, ложите туда, завяжите узлом и вынесите 6 монет и красное вино. Ну, дома откройте вино или можете в другую емкость перелить, ничего страшного, чтобы там можно было чуть-чуть плеснуть, поставить и 6 монет вместе с этим вот, с этой хренью. Отвернуться, говорить, откупаюсь и уйти. Все. Сейчас закрою и начнем читать. Да, свечи должны догореть, ждите. Свечи тоже туда закинуть, отнести. Или отдельно отнести, или вместе. Смотря насколько они будут гореть. Черные свечи обязательно восковые. У них особая энергия. Я уже начала вас учить более сложным работам, более сильным работам. Поэтому по ступени мастерства поднимаемся. Так. Мастерства бытовой магии. Сами поняли, да, о чем я говорю? Итак, начали. Доброе-доброе. Всем утра. Во. Пригодится, Анжела. Даже не сомневайтесь. Распускайте волосы всегда. Волосы – это ваша антенна. Это ваша связь с космосом. Через волосы это все поступает, и через волосы это все вы чувствуете. Ну, я не говорю, что лысые люди, они не живые, но волосы надо распустить. Желательно, чтобы у вас ничего не было. Обручальное кольцо оставьте. Начали. Принес бес Пидор и бесовица Бедадея яйцо черного каркуна. Мертвое яйцо каркуна проклятого. Я ветром по небу лечу и огнем погоняю. Я силу к себе
подзываю. Ногами вражьи помыслы попираю. Испугались меня, сбежали ползучие змеи, гады земные, облик человечий, душа чудовища. Каркуна яйцо померло сегодня, и воля врагов помирает. Эй, враги мои, иду на вас. Кто успел, убежал, кто не успел, сгинул, пропал. Вам не речить супротив меня, а как быкам мычать, как змеям шипеть. Рукам вашим не подняться против меня, моего тела, моей души. Кто хочет одно слово против меня, кто хоть одно слово против меня скажет, того рать бесовская накажет, растерзает, сдерет, от того к себе заберет. Оберегом себя закрываю, тьма второй круг откроет, бесы третий до четвертый, власти престола от 6 до 13, как каркуна яйцо молча предо мной лежит, слов не говорит, так и враги предо мной лежат и молчат, от воли моей трепещут, дрожат. Слово вымолвить не могут. Лечу я по небу ветром, огнем погоняю через силу черного каркуна, души врагов себе подчиняю. Их волю ломаю, старое скину, порчу откину, врагам передам. Словам ключ, делам замок. Все да исполнится в срок. Заклято. Фу, чувствуете, какие слова? Да? Вот так вот. Теперь, аж плохо стало. Сейчас, секунду. Все. Прям аж поднялось до уровня пищевода. Начали. Я это пока вам показываю, это мы не проводим, а уже оно очень сильное. Дальше. Второй раз то же самое. Читаем, крутим яйцом. Вот так. Ой, извиняюсь, над яйцом крутим черной свечой. Начали. Принес без бедоры, бесовица, бедодея, яйцо черного каркуна, мертвое яйцо каркуна проклятого. Я ветром по небу лечу, я огнем погоняю, я силу к себе подзываю. Ногами вражьи помыслы попираю. Испугались меня, сбежали ползучие змеи, гады земные, облик человека, душа чудовища. Каркуна яйцо померло сегодня, а воля врагов помирает. Эй, враги мои, иду на вас. Кто успел, убежал, кто не успел, сгинул, пропал. Вам не речить супротив меня, а как быкам мычать, как змеям шипеть, рукам вашим не подняться против меня, моего тела, моей души. Кто хоть одно слово против меня скажет, того рать бесовская накажет, растерзает, сдерет, от того к себе заберет. Оберегом себя закрою, тьма второй круг откроет, бесы третий до четвертый, власти престол от 6 до 13. Как каркуна яйцо молча предо мной лежит, слов не говорит, так врагам моим предо мной лежать и молчать. От воли моей трепещут, дрожат. Слово вымолвить не могут. Лечу я по небу ветром, огнем погоняю, через силу черного каркуна души врагов себе получаю. Их волю ломаю, старое скину, порчу откину, врагам передам. Словам ключ, делам замок, все да исполнится в срок, заклято. Потушили, положили рядом. Чего? Все, там пошла вон отсюда, Гуля. Ад заберет, сдерет и так далее, и так далее. Это говорит о том, не обязательно, что они помрут. Это говорит о том, что этих людей не будет просвета в жизни, не будет развития, понимаете? Развития не будет. Вот что бы они ни делали, у них ничего не будет получаться ни в какой сфере. Ну, это еще самое меньшее, что у них будет. Дальше. Это уберем, погодите, мешает. Вот. Некоторое количество спичек вытащим.
зажигать и читать. Принес без бедоры, бесовица, бедодей, яйцо черного каркуна, мертвое яйцо каркуна проклятого. Я ветром по небу лечу, огнем погоняю, я силу к себе подзываю, ногами вражьи помыслы попираю. Испугались меня, сбежали. Ползучие змеи, гады земные, облик человечий, душа чудовища. Каркуна яйцо померло сегодня, и воля врагов помирает. Эй, враги мои, иду на вас. Кто успел, убежал, кто не успел, сгинул, пропал. Вам не речицу против меня, а как быкам мычать, как змеям шипеть. Рукам вашим не подняться против меня, моего тела, моей души. Кто хоть одно слово против меня скажет, того рать бесовская накажет, растерзает, сдерет, от того к себе заберет. Оберегом себя закрою, тьма второй круг откроет, бесы третий до четвертый, власти престола от 6 до 13. Как каркуна яйцо молча предо мной лежит, слов не говорит. Так враги предо мной лежат и молчат. От воли моей трепещут, дрожат. Слово вымолвить не могут. Лечу я по небу ветром. Огнем погоняю, через силу черного каркуна души врагов себе получаю. Их волю ломаю, старое скину, порчу откину. Врагам передам. Словам моим ключ, словом ключ, делом замок. Все да исполнится в срок, заклято. Вы заметили, что там долбануло? Дома. Фух. Так. Потом, после всего, подводите вот это. Вот так вот. Протираете лицо. Вот так протираете лицо. Ну, раза 3, 4, 6. Сколько угодно, неважно. Вытаскиваете спички. Ложите рядом вот это все. Это можно вылить просто. Вылить со словами откуда пришло, туда ушло. Снимайте рубаху. И постарайтесь так снять, чтобы оно было наизнанку. Или снимите, переверните наизнанку снова. Положите сюда. Все это в эту рубаху связать, подождать, пока эти свечи догорят. Вино, 6 монет. Выносите, значит, на перекресток лесной или лесополоса, или под большое дерево. Опять же, где лес. Оставляйте, откладывайте, то есть ложите это все и говорите: да, лить немного вино, остальное поставить рядом. Откупаюсь, говорите и уходите. А что с вашими врагами потом начнется, вы увидите сами. Я еще один сегодня, наверное, подарю и пойду отдыхать. Еще один надо. Давно уже готовлюсь, надо уже это тоже вам отдать. Все. Всем удачи.